Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Оксана, я биолог, и сегодня я хочу поговорить о такой теме, как нарциссизм. Точнее, нейробиологические основы нарциссизма. Нейробиологические, биологические, нейрофизиологические. Мы сегодня поговорим обо всем, что известно современной науке о таком явлении, как нарциссизм. Поскольку все, что мы знаем из открытых источников, это информация, которая в основном базируется на психологических исследованиях или же каких-то бытовых наблюдениях. О том, что такое нарциссизм на нейрофизиологическом уровне, мне говорят очень мало. Итак, друзья, я думаю, людям, которые столкнулись с людьми, которые обладают нарциссическими чертами в своей жизни, очень хорошо известно, что это такое, поскольку каждая так называемая жертва или партнер людей с нарциссизмом вынуждены разбираться, что же это за явление и почему люди ведут себя таким образом, а именно эгоцентрично, самолюбиво, почему они настолько неэмпатичны и настолько любят эксплуатировать своих партнеров. И поведение повторяется буквально от одного человека к другому, буквально без изменений. Естественно, такое положение дел очень интересно с точки зрения того, как работает мозг таких людей и что заставляет их вести настолько консервативным образом себя. Хотя хорошо известно, что у людей вроде бы нет инстинктов, у нас нет каких-то врожденных зарегулированных паттернов поведения, хотя, глядя на людей с расстройствами личности, в частности, с нарциссическим расстройством личности, в этом начинаешь сомневаться. Итак, друзья, поговорим о том, что сегодня науке известно о нарциссизме. Я хочу разбить свой рассказ для того, чтобы его было легче воспринимать, на несколько аспектов. Первый из них будет касаться внутриличностного ощущения нарциссов, то, что больше всего интересует нас, как такие люди ощущают себя внутри, поскольку они выстраивают грандиозный фасад из своей гениальности, избранности, привилегированности. Эти люди всегда выбирают лучшее, они описывают себя, они позиционируют себя как исключительных, абсолютно исключительных людей. И тем более интересно, что они при этом чувствуют, поскольку существует такая известная из психоаналитической, психодинамической терапии точка зрения, которая говорит о том, что этот грандиозный фасад является маской для прикрытия внутренней уязвимости, так называемого уязвимого ядра. Однако это всего лишь гипотеза, которая основана на наблюдениях за подобными людьми, и, соответственно, доверять ей нет особых причин. Второй аспект будет касаться того, почему эти люди так жестоко ведут себя в межличностных отношениях, а конкретно дефицит эмпатии у них. Действительно ли они не испытывают эмоций или они всего лишь симулируют такую холодность и отстраненность. И третий аспект, мне кажется, очень важный, это то, почему данное поведение настолько консервативно, почему человек не может изменить свои привычки, традиции, буквально из ситуации в ситуацию, из отношений в отношения ведет себя очень консервативным образом. Вот об этом сегодня поговорим. Итак, друзья, первое, что нужно сказать, это нейробиологические исследования, это группа нейробиологических исследований, сконцентрированных на исследовании функциональной активности мозга. Все они получены путем различных модификаций метода МРТ. Это метод, который позволяет исследовать мозговую активность в реальном времени. Исследований, которые изучают биологические основы нарциссизма, на настоящий момент не так много. Всего существует около 50 статей, и краткий обзор их сегодня я представлю. Итак, первое направление, которое очень интересно для нас, это направление исследований, связанных с функциональной активностью мозга и мозговых нейросетей. Первая особенность, которая повторяется очень часто во многих исследованиях, это изменение в сети переключения внимания или сети выявления значимости, которая обращает наше внимание на те стимулы, которые мозг считает важным в данный момент. Основными узлами этой системы являются передняя поясная кора, которая находится в глубине нашего мозга, ближе к передней части мозга,
И эта область отвечает за выявление ошибок, фрустрацию, неприятные эмоции, то есть стимулы, которые могут оказаться очень важными для нас в данный момент. И второй важный узел, на который обращают внимание, это передняя островковая доля, которая находится у нас в глубине височных областей. Это область, которая отвечает за восприятие эмоций других, за выявление внутреннего дискомфорта и обеспечивает соответствующие реакции, отторжения, отвращения на какие-либо стимулы. Как вы понимаете, эти области вместе формируют реакцию на значимый стимул. И что же мы наблюдаем, точнее, что наблюдают исследователи при изучении мозга людей с повышенным нарциссизмом? Показана гиперактивность этих областей и гиперактивация данной сети, когда человек сталкивается с стимулами, которые касаются его личности или, можно сказать, его эго, то есть те, которые представляют интерес для его общественной самопрезентации, обеспечивают ему какую-либо адаптацию в обществе, обеспечивают его превосходство в чем-либо в данных ситуациях. Исследователи видят гиперактивацию сети выявления значимости. И в то же время гипоактивация наблюдается в ситуациях, когда какие-либо проблемы связаны с другими людьми. И это первое, то, что наталкивает нас на мысль о том, что же лежит в основе нарциссической личности, а именно вот это вот гиперфокуса на себе и такого грандиозного самоощущения. Мы понимаем, что это связано с тем, что действительно на физиологическом уровне человек очень сильно сконцентрирован на себе, то есть стимулы, связанные с самореференцией, с угрозой эго, кажутся намного более значимыми, чем стимулы, связанные с другими людьми. Вторым важным отличием является изменение в дефолт сети мозга. Те, кто смотрел предыдущее видео по нейросетям, конечно, понимают, что это такое. Для тех, кто не смотрел, коротко могу сказать, что это сеть, которая отвечает за внутреннее мышление, за мысли о самом себе, за представление себя в будущем или же воспоминания о прошлом. Это та сеть, которая активируется у нас обычно, когда мы не сфокусированы на выполнении каких-либо внешних задач. То есть, когда мы просто размышляем в спокойном состоянии, думаем о себе. И вот показано, что у людей с повышенными нарциссическими чертами эта сеть гиперактивна, и кроме того, очень сильно повышена связанность данной сети с лимбической сетью, в частности с миндалиной, что приводит нас к тому, что эмоциональные стимулы, которые обеспечивает лимбическая система, придают особую окрашенность этим мыслям о себе. Итак, какая картина у нас вырисовывается из этих данных? Сеть выявления значимости фокусирует внимание подобного человека на стимулах, связанных с собой лично, своей персоной, своим местом в обществе. Дефолт-система постоянно находится в фоновой повышенной активности и обеспечивает постоянное размышление о своем будущем или прошлом, о своем социальном, о своей социальной роли. И это все окрашено влиянием миндалины, которая занимается преимущественно обработкой негативных эмоций, таких как страх, боль, гнев, отвращение. Таким образом, данные позволяют нам судить о том, что этот человек действительно сфокусирован на себе. Ну, таким образом, можно сказать, что ученые нашли нервный, нейронный коррелят, мозговой коррелят вот этих вот личностных особенностей. И теперь очень интересный аспект, как работает мозг этих людей в ситуациях, которые угрожают эго. Показано, что эти все особенности значительно усиливаются в тех ситуациях, которые угрожают личности нарцисса. То есть миндалина, передний островок гиперактивируется в социально значимых ситуациях. А это значит, что та маска холодности, которую надевают на себя нарциссы, является всего лишь маской. Действительно, общественное мнение, общественное суждение для них крайне важно и вызывает гиперактивацию эмоциональных областей. Итак, эти сети, о которых мы поговорили, они особенно гиперактивировались у людей, когда у людей с повышенными нарциссическими чертами в сравнении с людьми с обычным уровнем нарциссизма, когда они читали о каких-либо социально неприятных ситуациях, о ситуациях социального исключения, социального подавления и так далее. Показано, что, во-первых, у этих людей
активировалась система, которую исследователи назвали системой социальной боли. Она опять-таки включала переднюю поясную кору, передний островок, и в неприятных ситуациях она гиперактивировалась. Таким образом, мы можем сказать, что люди с нарциссическими чертами в действительности очень чувствительны к социальным стимулам, что они обычно отрицают в самоотчетах или тестах, когда их об этом спрашивают. Еще одни исследования, связанные с изучением в аналогичных ситуациях физиологических показателей стресса, то есть частоты дыхания, частоты пульса, артериального давления, показали, что действительно все физиологические показатели изменяются у этих людей при социально значимых стимулах, при социально значимой угрозе. Кроме того, эта же система социальной боли активизировалась у нарциссических людей, когда они в томографе наблюдали за своим собственным выражением лица, то есть наблюдали за своим лицом либо в реальном времени, либо же сравнивали реакцию на лица новых людей, незнакомых, лица известных публичных личностей и свое собственное лицо. И во всех этих ситуациях показано, что у людей с нарциссическими чертами активизируются системы боли и тревоги в подобных ситуациях, то есть при наблюдении за самим собой. Поэтому мы понимаем, что миф о нарциссе, с которого изначально началась эта вся история с нарциссизмом, то есть который представляет собой такую метафору нарциссизма, когда молодой человек влюбляется в свое собственное отражение. Это не совсем реалистичный миф, да, поскольку в действительности наблюдение за собой вызывает тревожность у нарциссических людей. Еще одно важное направление – это направление по исследованию стресса. Поскольку люди с нарциссическими чертами обычно представляют себя как неуязвимых, да, такая вот неуязвимость, неподверженность простым таким человеческим страстям – это одна из ярких особенностей в самопрезентации людей с нарциссическими чертами. Они изображают из себя неких таких неуязвимых суперменов. Что же показывают объективные исследования? Они показывают, что уровень базового стресса у них выше, чем у остальных людей в популяции. По исследованию уровня кортизола видно, что уровень тревоги в базе у них действительно выше, чем у большинства людей. Ну, возможно, это действительно связано с тем, что исследования обычно проводятся в социальных ситуациях, и поэтому они испытывают тревогу по поводу того, как они проявят себя даже в этом исследовании, поскольку, как уже говорилось, этим людям хочется быть во всем лучше, в том числе и в том, что касается их физиологических показателей. Очень интересное исследование было проведено с таким поведенческим тестом, как подсчитывание банкнот. Существует такой достаточно распространенный тест, как счет денег. Мужчинам выдавались либо же настоящие купюры, банкноты, либо же просто бумага, нарезанная таким образом, и им нужно было просто подсчитывать их в режиме реального времени. При этом велась регистрация их физиологических показателей стресса, и также был исследован уровень гормонов в их слюне, кортизола и тестостерона. Нужно сказать, что у большинства мужчин в данной ситуации повышается уровень тестостерона и снижается уровень стресса, снижается уровень кортизола, поскольку это такая вот ситуация, связанная с обладанием некоторым ресурсом, да, и люди обычно положительно на это реагируют. Однако показано, что у нарциссических людей наблюдалась обратная картина. Люди с нарциссическим расстройством личности реагировали стрессово на эту ситуацию, и уровень кортизола у них повышался еще выше базового уровня, а уровень тестостерона снижался. И исследователи это интерпретируют как опять-таки своеобразную ситуацию сравнения. В данном случае людям с нарциссическими чертами опять-таки представлялось, что они должны определенным образом соревноваться, да, то есть вот эти вот предметы статуса, которые определенный ресурс, да, ассоциируются у них опять-таки со стрессом. Представьте, как этим людям в действительности тяжело, да, они постоянно испытывают стресс. Следующее исследование мне прям очень интересно было самой, потому что оно касается лжи. Ложь, то, в чем обычно обвиняют
нарциссов все, кто с ними сталкивался. И прежде всего, конечно, эта ложь направлена на создание и поддержание вот этого вот грандиозного образа, то есть боязнь того, что твои истинные слабости могут заметить. И это, конечно же, связано и с повышенным уровнем стресса, и это связано с такой вот необходимостью часто лгать. И были проведены объективные исследования, которые изучали в том числе реакцию нарциссических людей на ложь. Им было предложено читать истории, которые либо соответствовали реальной какой-то жизненной ситуации, описывали реальную ситуацию, либо описывали вымышленную ситуацию, касающихся их самих. И вот было показано, что большинство людей, люди с средними или ниже среднего уровнем нарциссизма, обычно испытывают стресс в этой ситуации. То есть для них представляет определенный дискомфорт, необходимость соврать, даже если об этом просит исследователь. Однако люди с повышенными нарциссическими чертами демонстрировали более охотное, во-первых, желание проходить эти тесты, и, во-вторых, они демонстрировали более низкий уровень стресса. То есть уровень гормонов стресса снижался у них ниже их базового уровня, и сами они в своих самоотчетах говорили, что они себя, в общем-то, чувствуют лучше после этого эксперимента. Таким образом, это подводит нас к очень интересной мысли. Необходимость врать для людей с нарциссическими чертами – это потребность, которая удовлетворяет их физиологическую необходимость снизить уровень стресса. Испытав, соврав, они успокаиваются и чувствуют себя лучше. То есть необходимость говорить правду, соответственно, необходимость показывать свое истинное «я» представляет для них настоящий стресс, который можно ликвидировать очень просто, всего лишь соврав. И таким образом это, я думаю, отвечает на вопросы многих людей, которые постоянно взаимодействуют с этими людьми, не могут добиться от них правды. Очень интересное дополнение к этому тесту. Этот же тест был воспроизведен и на выборке детей. Они измеряют уровень склонности к проявлениям нарциссизма. И вот было показано, что те дети, у которых повышен уровень нарциссизма, точно так же способны легче врать и испытывают от этого удовольствие. Это было исследовано методом регистрации активности мимических мышц. То есть, соответственно, когда дети врали, они были более довольны, когда им приходилось говорить правду, они были более расстроены и грустны. Еще один аспект, о котором необходимо поговорить, это, конечно же, эмпатия, поскольку снижение эмпатии у нарциссических людей – это то, что вызывает больше всего тревоги у их партнеров, людей, с которыми обычно приходится взаимодействовать нарциссичным людям. И по этой теме, конечно, тоже существуют исследования. Ну, во-первых, как мы уже сказали, существует два вида эмпатии, нужно на это обратить внимание. Первый вид эмпатии, он называется эмоциональная эмпатия, или в иностранной литературе его обычно так и называют, просто эмпатия. Это область, которая связана с непосредственным переживанием тех же эмоций, что переживает человек, за которым ты наблюдаешь. Иными словами, глядя на грустного человека или даже фотографию его лица, мы начинаем подсознательно уже испытывать те же самые эмоции. То есть нам тоже становится грустно и не хочется уже слишком веселиться. И то же самое касается заражения позитивными эмоциями. Когда мы видим улыбающееся лицо или веселящихся людей, нам и самим становится немного веселее. И вот это непосредственно эмоциональная эмпатия. И связано с активацией поясной коры, островка, миндалины. Это первый тип или уровень эмпатии. И вторая эмпатия, она обычно обозначается как когнитивная эмпатия, или же ее называют еще моделью психического другого человека. Почему это так называется? Потому что мы как будто бы представляем, моделируем психику человека и представляем, что он должен испытывать в определенной ситуации. То есть это не является непосредственным эмоциональным переживанием, однако мы можем понять, что человек чувствует. Он достаточно высоко скоррелирован с работой дефолт-системы мозга, о которой мы уже говорили, и связан с активацией лобных отделов мозга, задней поясной коры, и основная структура – это теменно-височное соединение. Это как раз-таки один из основных узлов, которые позволяют нам моделировать, собирать информацию о объекте с разных систем и конструировать модель
человека и того, что он может испытывать. И вот показано то, что действительно активность областей, связанных с когнитивной эмпатией у нарциссичных людей, не отличается от таковой в среднем, но эмоциональная эмпатия у них действительно страдает при наблюдении эмоциональных лиц. Однако существуют другие исследования, которые изучали физиологическую реакцию на чужие эмоции у нарциссичных людей. Для этого регистрировалась активность кожно-гальванической реакции или электрической активности кожи. Это то, что еще часто проверяется в детекторе лжи. Ну, по крайней мере, ложь это вряд ли поможет выявить, а вот уровень стресса действительно помогает. И показано, что у людей с повышенными нарциссическими чертами реакция на эмоциогенные, наблюдение за эмоциогенными стимулами даже выше, чем в среднем популяции, то есть у людей с обычным уровнем нарциссизма. Таким образом, это дает нам ключ к пониманию того, что нарциссичные люди в действительности могут испытывать физиологическую реакцию на стресс другого, им доступно это вот отражение состояния другого человека, однако, и это возвращает нас уже к предыдущим темам, они настолько сконцентрированы на себе, что даже не замечают эти реакции, и в итоге в мозговом ответе, в самоотчете мы видим то, что они демонстрируют как будто бы пониженный уровень эмпатии. Таким образом, этот дефицит эмпатии, он является не первичным, таким, как является, например, при психопатии, хотя современные исследования там тоже вызывают вопросы, но в данном случае имеет место именно гиперфокус на себе, своих переживаниях, который не позволяет проявляться этим физиологическим реакциям у людей с нарциссизмом на уровне переживания реальных эмоций. И помимо этих всех функциональных исследований, которые, конечно, очень много чего проясняют нам о поведении нарциссических людей, хочу сказать несколько слов о структурных изменениях. Потому что структурные изменения – это такие особенности, которые обычно воздействуют на наше поведение в долгосрочной перспективе. То есть все-таки функции нейросетей, они могут включаться и выключаться в зависимости от ситуации и, соответственно, изучается это обычно при постановке определенных проблемных ситуаций. А вот как раз-таки структура серого и белого вещества – это то, что обычно определяет структуру, скажем так, нашей личности. И вот показано то, что действительно у людей с клинически выраженным нарциссизмом, то есть с нарциссическим расстройством личности, у них снижен объем серого вещества в медиальной и латеральной лобных областях. Это области, которые отвечают за самореференцию, сдерживание стимулов, планирование и так далее. Снижено в том же самом островке, переднем островке, особенно с правой стороны, это вот характерная особенность, и это связывают с пониженными как раз-таки проявлением эмпатии на уровне эмоций. Следующее изменение – это изменение в поясной извилине, которые говорят о сложностях с обработкой когнитивного диссонанса, с планированием прошлого и будущего, то есть эти области уменьшены в объеме. Также изменяется структура белого вещества или объем проводящих пучков, которые связывают разные зоны мозга, в частности, которые связывают лобную кору с лимбической системой. Этот тракт у них уменьшен. Таким образом, это свидетельствует, точнее, следствием этого может быть пониженная модуляция эмоций высшими функциями, то есть мышлением, да, повышенная импульсивность, повышенная склонность к необдуманному эмоциональному поведению, это как раз вот может быть следствием истончения этого пути, поскольку именно по этому пути наши мыслительные центры, самоконтроль, корковые центры контролируют эмоции. И второй тракт, в котором наблюдается изменение, это изменение между, опять-таки, лобными областями и полосатым телом, так называемый фронтостриарный путь. И в данном случае как раз-таки полосатое тело, оно отвечает за реализацию каких-то заученных движений, заученных действий и реализацию сложных паттернов движений, которые были нами заучены в прошлом. И вот как раз-таки, опять-таки, уменьшение влияния коры на эти глубинные структуры приводит к тому, что
консервативные паттерны поведения преобладают, потому что человеку сложно волевым усилием, ну или, по крайней мере, сознательным, каким-то осознанным усилием изменить свои консервативные паттерны поведения. И я думаю, это является тоже таким инсайтом, да, для многих, кто сталкивался с нарциссичными людьми, знает то, насколько консервативные, ригидные в своем поведении, это люди, насколько сложно изменить их модели поведения, ну или кажется, что практически невозможно. И у этого, соответственно, есть тоже свое нейроанатомическое объяснение. Очень интересно исследование, которое изучало структуру мозгового вещества у людей из неклинической выборки, то есть без НРЛ, а только с повышенным уровнем нарциссизма. Иначе говоря, это обычные люди, набранные с улицы, которые прошли тесты по нарциссизму, и вот некоторые из них показали более высокий уровень нарциссизма. Так вот, показано, что у этих людей толщина серого вещества в тех зонах, которые мы обсудили, наоборот, выше. И это такой парадоксальный вывод, который, скорее всего, исследователи интерпретируют это как то, что вот эта зависимость между нарциссизмом и поведенческим контролем является нелинейна. Существуют, скорее всего, такие плюсы, бонусы, которые дают нарциссические черты, которые как раз-таки позволяют тем людям, которые обладают вот этими вот повышенными амбициями, чувством собственного достоинства, чувством превосходства, однако умеют хорошо сдерживать и контролировать эти стимулы. Это дает им определенные социальные преимущества, судя по всему. И кроме того, существует интересное еще исследование на животных, которые показывают то, что изменение утолщения коры в лобных областях, в частности даже в дорсолатеральной области, это связано с социальным доминированием, иначе говоря, с статусом вожака. Но опять-таки непонятно, какая это связь, то ли обратная у особей, которые становятся вожаками, да, или которые имеют более высокий социальный статус, у них ниже уровень стресса и, соответственно, выше плотность и толщина коры, или же наоборот. Но в любом случае такая корреляция, такая связь существует. И это вот как раз-таки намекает нам на ту связь, почему эти люди стремятся к лидерству, почему они стремятся занять такие вот первые роли, да, почему это настолько важно для них. Вот таким вот образом. Итак, друзья, надеюсь, это видео будет для вас очень полезным, потому что мне данная тема, данное исследование показались очень интересными самой. Надеюсь, вы разделите мои эмоции и оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Возможно, я даже забыла что-то сказать, потому что информации еще много, она очень интересная, и поэтому пишите ваши вопросы. Возможно, мы еще что-нибудь с вами новое выясним. Пожалуйста, смотрите другие видео на канале, и если интересно, подписывайтесь. Всего хорошего!